Для бантика нам потребуется ткань любая. Я взяла габардин. Также нам потребуется ниточка с иголочкой и ножницы. Нам потребуются следующие отрезки ткани: 18 на 30 сантиметров и 18 на 19 сантиметров. Также нам потребуется небольшой кусочек 6 на 12 сантиметров. Итак, вот в таком виде мне надо будет прострочить на швейной машинке нашу ткань и обработать ее края. У меня нет оверлока, так что я обработаю его просто зигзагом. В середине оставляем небольшой промежуток, мы его не будем прошивать, где-то сантиметра, 2,5 сантиметра шириной. Через нее мы потом будем выворачивать нашу ткань. Теперь нам нужно будет нижнюю часть бантика сделать флажочки. Для этого отмеряем по краям 3 сантиметра. Я отмечу карандашом 3 сантиметра. С этой стороны также 3 сантиметра от края. Я нарисовала наши флажочки, отступила от края 3 сантиметра. Теперь нам надо будет все прошить на машинке, обработать края с помощью зигзага и отрезать лишнюю часть. Все отрезки мы прошили, обработали. Теперь будем выворачивать нашу ткань. Бантик я вывернула. Теперь надо будет прогладить его и сложить его пополам. Отметить серединку, а также прогладить утюгом. Все прогладили. Теперь промежуток, где мы не закрывали швейной машинкой, нам надо будет с помощью иголочки ниточки прошить. Берем верхнюю часть нашего бантика, будем формировать из него сейчас бант, складываем его в длину, делаем складочки. Серединка, чтобы соответствовала. Все, бантик мы сделали. Теперь надо будет прошить его. Так, ниточку не отрезаем. Теперь берем нижнюю часть бантика. Также делаем складочку. Так, крепко держим и опускаем. Флажочки будут у нас вниз направлены. В таком же виде пришиваем к нашему бантику. Я прошила две детали между собой. Берем резиночку диаметром 4 сантиметра, пришиваем к нашему бантику.
Теперь берем отрезок 6 на 12 сантиметров. После того, как я его прошила, вывернула, утюгом я его прогладила, шов расположила с краю. Также края обработала зигзагом. Пришиваем его к нашему бантику. Подворачиваем край. Одну часть я пришила. Обматываем наш бант. Также край мы заворачиваем. Сильно не будем стягивать, чтобы немножко здесь было посвободнее в середине. Все, прошиваем. Все, бант готов. С обратной стороны я его прошила желтой ниточкой. Очень надежный, крепкий получился. Его также можно будет стирать в стиральной машинке. Очень отлично смотрится на волосах. Как раз подойдет на осенний бал. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!